Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня снимаю хобби-влог. Хочу пораскрашивать в лесных сказках от Ханны Карсон акварелью. Попробовать сделать уже более какой-то фон интересный. Я подготовила уже сам рисунок непосредственно. Закрыла его маскировкой, сам рисунок, чтобы не испачкать. Не хотелось бы все-таки. Ну и давайте приступим. Сначала хочу намочить лист хорошо. Намачиваю его. У меня нет большой кисти, поэтому я взяла косметическую, но в общем-то неплохо. Цвет выбрала все-таки более такой желтый. Осень. Не предполагаю все сильно в осенних тонах делать. Ну вот фон решила начать со светлого. Не рискнула я слишком темные фоны делать. Пока еще не умею, поэтому пусть будет светлый. Наношу желтую краску. Я крашу белые ночи, плюс у меня тут сонет, все вперемешку, поэтому и нужно бы обзавестись более широкой кистью для таких целей, потому что тонкая кисточка и на большие площади не совсем удобно наносить. Ну и, собственно говоря, вот наносим желтый оттеночек на мокрую бумагу. Понравился мне этот процесс. Буду чаще теперь экспериментировать с фонами. Собственно говоря, сегодня тоже такой некий эксперимент. Увидела, как делают такие фоны. И думаю, почему бы не попробовать. Здесь тем более бумага позволяет. Так, ну что, добавим рыжего оттеночка. Пусть будет такой не чисто белый, не чисто желтый, точнее, фон. Разнесем немножко эту краску. В общем, мне нравится. Достаточно симпатично получается. Ну, еще немножко красного. Почему нет? Я пока это все делаю, как вы видите, более осторожно, более так чуть-чуть. Слишком много не ношу. Хотя, забегая вперед, скажу, что можно было бы поярче. Так что акварель, высыхая, становятся более тусклые цвета. И нужно либо несколько слоев, либо более яркие оттеночки. Но, тем не менее, для начала меня устроил и этот цвет. Посмотрим, ничего не пострадало. Ну и, собственно говоря, фен. У меня мужа фен, которым он пользуется в своих модельках. Я у него временно приватизировала этот фен. Ну и сейчас быстро посушим страничку. Мне кажется, таким образом, во-первых, быстрее это все высыхает и не успевает особо сильно протечь. Понятное дело, если вы будете сильно много лить и так далее, это, конечно, протечет. Но вот таким образом, как бы она и не успевает сильно уж протечь. Хотя у меня здесь в данном случае светлые оттенки. Ничего не пострадало, как мы видим, видите. Достаточно симпатично получилось, но можно, в общем-то, добавить, наверное, еще и более яркого вот красного. В данном случае я возьму, наверное, что-то такое между красным и бордовым оттеночек. Такой поярче, так сказать, покраснее. И чуть-чуть его тоже так размоем. Почему нет? Получилось скорее такое, знаете, как тонирование бумаги легкое. Но мне нравится. Опять сушим. Нужно поменять фен. Наверное, взять свой поменьше какой-то, потому что у мужа он вроде и небольшой, но я смотрю, полкамеры закрывает. Так, у нас тут все разлетается. Хорошо просушиваю страничку, чтобы дальше уже продолжить красить. Ничего не пострадало. Все чисто. Я, в общем-то, планирую раскрашивать и остальные иллюстрации, имеется в виду соседние. Но не хотелось бы, чтобы сильно, прошу прощения, девчонки там хулиганят, пока мы рисуем. Вот так вот получилось. Я довольна. Ничего не пострадало, не протекло. Это тоже здорово. Теперь, если с обратной стороны что-то хоть немного протечет, то не страшно. В общем-то, опять же, для этого рисунка будет только хорошо. Ну и давайте, теперь нам нужно снять
маскирующую эту жидкость, маскировку с рисунка. Я взяла ластик, карандаш, и можно обычным ластиком, можно, в общем-то, если получится, и даже аккуратно ногтем подцепить. Ластиком просто все быстрее, но, наверное, нужно взять пошире ластик. Убираем эту маскировку. На это придется потратить время. Но если хотите, чтобы рисунок был не испачкан, не затронут, то обязательно нужно эту маскировочку наносить. Так, и сейчас все уберем. Наверное, неправильно я взяла карандаш, точнее ластик. Нужно, наверное, было более жесткий взять, мягкий не справляется в некоторых моментах. И вот потихоньку начинаем это все снимать. На это время сейчас чуть-чуть потратим. Ну, я думаю, это не страшно. Не так уж это затратно по времени, как кажется. Я думала, будет все гораздо сложнее, дольше, но нет. Я попробовала, кстати, эту маскировку на более долгий срок оставлять на рисунке на бумаге. Снимается, в общем-то, так же, если как и при нанесении и сразу снятия. То есть можно нанести, подготовить рисунок, потом на следующий день, допустим, раскрасить или раскрасить и потом снять. Если у вас, допустим, вы решили перед там, не знаю, вечером сделать фон, а раскрашивать уже решили, что будете завтра, допустим, и наоборот, то, в общем-то, она хорошо снимается в любом случае. Ну вот, я уже на финишной прямой. В некоторых местах, конечно, смотрю, пропустила немного, не замазала. Но это не страшно, в общем-то, рисунку это сильно не повредило. Большую часть все-таки мы спрятали, не испортили, не испачкали. Хотя здесь такой рисунок, что, в общем-то, можно было и без него обойтись. Здесь, в общем-то, если не брать слишком черные тона, то запросто можно перекрыть рисунок такой, что позволяет это, смотря какой будет у вас фон. Поэтому не смертельно. В данном случае у меня фон достаточно светлый, там, где не прокрасила, маскировкой, это не страшно. Все закрашивается вполне, поэтому в любом случае я довольна. Ну и что у нас с вами дальше? Проверяем, где осталось, потому что сама жидкость непосредственно как силикон. Нам этого не нужно. Подтираем пластиком в некоторых моментах, убираем все лишнее. И можно будет раскрашивать уже непосредственно сам рисунок. Я буду, скорее всего, раскрашивать акварелью. Ну, может быть, поверх. Все-таки используем помимо акварели еще и карандаши, потому что я еще не совсем умею акварелью раскрашивать. Я только учусь, еще не волшебник. Но, в принципе, я знаю, что многие делают акварели как подложку, и в любом случае это будет красиво. Вот, убираем уже последнее. Ну и, в общем-то, я так думаю, что нормально. Вот у нас чистенький рисуночек. Здесь рисунок, в общем-то, такой, что можно сделать в осенних тонах, можно сделать в летних тонах, то есть кому как что нравится. Ну, скорее всего, больше в летних, раз мухоморы. Они так ближе к осени, но хотя можно и осень, и лето их рисовать по-разному. Ну, я, скорее всего, буду делать все-таки яркий рисунок. Во-первых, бледный фон. Во-вторых, я как-то заметила, что осенние листья не особо-то хорошо мне удается раскрашивать, поэтому не буду экспериментировать сегодня. И, скорее всего, пусть будет яркий. У нас впереди зима, у нас уже лежит снег.
Впереди долгая зима, поэтому хочется, наверное, все-таки чего-то яркого, красивого. И я решила, что, скорее всего, это будет все-таки такое 50 на 50. Вот, фон будет такой теплый, а сам рисунок, скорее всего, больше в летних тонах будет раскрашен, нежели в осенних. Ну вот, сейчас посмотрим, наберу краски, раскрасим. Так, что это у нас, желуди, да, наверное, орешки эти, желуди. Как я уже сказала, скорее всего, это будет акварель, поверх потом немножко карандаша, гелевых ручек, ну, все как всегда. И давайте раскрашивать. Раскрашиваю. Я медленно раскрашиваю, пока еще. Я боюсь так размашисто, знаете, быстро красить. Я еще все-таки стараюсь по большей части точно, аккуратно, по возможности как можно точнее красить, чтобы не испортить. Ну и мне немножечко все-таки не с руки красить, а раскраска в стороне от меня. И поэтому, да, извиняюсь, нужно что-то придумать. Все никак не придумаю, как мне удачно поставить камеру, чтобы было и мне удобно, и вам хорошо видно. Нужно, наверное, задаться целью, посидеть, поискать какие-то штативы. Более удобный для себя какой-то вариант, чтобы можно было с вами совместно раскрашивать. Вот такие вот получаются орешки. Достаточно симпатичные. Где-то подкрашиваю, где-то забираю, наоборот, лишнюю краску, чтобы, знаете, лужицы эти лишние не собирались. Вот. И придаем им пока такие цветовые пятна, скажем так, фон под ложечку, а потом карандашками доработаем. Не знаю, какие конкретно буду карандаши использовать, но, скорее всего, стандартно, как всегда. Может быть, парочку достану, пару, допустим, жуков, еще что-то раскрашу. Давно я не красила графитовыми этими карандашами. По-моему, сонет у меня, если не ошибаюсь. Где-то лежат, и я про них прям забыла. Тут случайно вспомнила, что у меня есть что такие. Я так думаю, для жуков, наверное, они должны подойти. Поэтому нужно будет обязательно достать их и воспользоваться. Ну и как раз, я думаю, жукам они должны как раз оттенки такие подходить. Более темные. Я ими мало пользуюсь, потому что как-то мне с ними не срослось. Ну вот здесь почему-то про них как раз таки вспомнила на этом фоне. С фоном тоже еще не все. Скорее всего, не все. Скорее всего, я буду еще... Тише. Скорее всего, буду добавлять сюда еще что-то. Но это, наверное, скорее уже сверху, снизу рисунка. На нижней части рисунка, я так думаю, уже цвета. Ну, тоже можно, в общем-то. Но, скорее всего, может, сверху. Посмотрим, как пойдет. Скорее всего, что-то перламутровое уже, если добавлять. Потому что цветное что-то я уже поверх рисунка боюсь. Вот такие вот замечательные орешки у нас получаются. И теперь давайте раскрасим, наверное, грибы. Решила я не обходить все эти пятнышки. Их можно закрасить запросто поской или белой гелевой ручкой, акрилом, кому как удобно и чем удобно. Поэтому я решила не мучиться, не сидеть тут каждый кружок вырисовывать. Я решила их закрасить. И уже поверх потом поставим белые пятнышки. Вот. Я думаю, в общем-то, одно другому не мешает. Не критично. Грибы тоже решила сделать красными, чтобы поярче это все было. Что-то у меня камера, видимо, всякий раз, как я руками шевелю, начинает фокусироваться. И немножко, конечно, не нравится, мне не устраивает, как она фокусируется на рисунке. Но уж прошу прощения. Буду думать, как я уже сказала, как это все исправить. Обязательно. И вот так вот получается у нас. Очень даже симпатично, мне нравится.
Можно было бы потемнее даже, я так думаю, фон сделать. Но для первого раза, для меня, я боюсь их делать. Еще пока такие сложные какие-то. И я думаю, вот такой вариант, в принципе, достаточно уже хорошо для первого раза, когда уже тут несколько вариантов. Всегда интересно что-то экспериментировать. Вообще у меня в этом месяце много экспериментов получилось. Я очень много раскрасок затронула в этом месяце, которые у меня по каким-то причинам так или иначе были куплены, но стояли на полке, я не использовала. Ну и в этом месяце я решила их все-таки задействовать, поначинать многие раскраски. Очень много решила поэкспериментировать, попробовать акварелью, акрилом, пастелью. В общем, много будет экспериментальных работ. Не скажу, что какие-то были удачные, какие-то не особо удачные, которые какие-то совсем не получилось того эффекта, какого ждала, но тем не менее это тоже опыт, поэтому я думаю, что ничего страшного. В любом случае, по-любому нужно учиться, по крайней мере, хотелось бы научиться пользоваться какими-то определенными материалами, делать какие-то красивые фоны и так далее. Ну, а если не пробовать, не экспериментировать, то, конечно же, не научишься. Как говорится, методом проб и ошибок, да? Ну, вот в данном случае меня, в принципе, все устраивает, за исключением там каких-то маленьких нюансов, но я думаю, их тоже со временем получится, так сказать, убрать. Сделать уже более интересно, более красиво. Но в данном случае и это уже для меня на данном этапе подвиг. Раскрасили мы грибы. Думаю раскрасить теперь ягоды. Я так и не поняла, что это. Сначала приготовила уже красную краску. Думала сделать что-то вроде как брусника или что-то в этом роде. Но потом поняла, что грибы-то у меня красные, а ягодки прям впритык рядом с грибами. Не получится. В общем, я их сине-фиолетовыми решила сделать. Смешала синий с фиолетовым оттеночки немножко. И решила закрасить их. Пусть это будет, я не знаю, черника, голубика. В общем, что-нибудь в этом роде. И не смешаем, не сольем. Ну и достаточно яркая получится работа, опять же. Поэтому закрашиваем ягодки с вами. Вообще мне очень понравился процесс раскрашивания. Несмотря на то, что что-то получается, что-то нет. Пока не получается раскрашивать рисунок там в одном, допустим, на одной ягоде 2-3 цвета мешать и так далее. Или листочки. Но я уже довольна. Мне уже нравится, уже лучше стало получаться. Ну и, соответственно, сам процесс раскрашивания акварелью, гуашью и так далее тоже стал более для меня таким, знаете, увлекательным, отдыхательным. То есть мне стало нравиться. Если раньше приходилось как-то, тоже нравилось, понятное дело, акварелить, но постоянно расстраивалась из-за этого, потому что что-то портила, не получалось, то сейчас мне это доставляет колоссальное удовольствие от процесса раскрашивания, потому что уже начало что-то получаться, стало появляться такое, знаете, желание большое экспериментировать. Как повторюсь, я уже очень много в этом месяце наэкспериментировала, достаточно много для себя, поэтому я рада, очень рада, что все-таки пробую, учусь. В будущем, помимо фонов, хотелось бы еще затронуть и все-таки начать больше пробовать, тренироваться, учиться раскрашивать акварелью не только фоны, но и кожу людям, то есть лица, руки, там ноги, в общем, кожу, потому что это тоже достаточно такое, что кожа, что волосы. Акварелью раскрашивать тоже достаточно непростой для меня вариант. Достаточно тоже сложновато. Вот такие вот получились у нас ягодки. Красивые. Мне очень нравится, я довольна. Ну и
теперь листочки. Я решила, ну, это нормально, в общем-то, никого не удивлю, да. Листочки у ягод одним цветом. У меня, собственно говоря, выбора-то нет. Два зеленых здесь от Сонет оба. И, к слову, они мне прям... Если вот этот цвет мне еще как-то нравится, то второй от Сонета зеленый мне категорически не нравится. Сейчас попробую быстро найти. Это у нас получается тоже как изумрудный Сонет. И второй зеленая темная. Ну, что хочу сказать. Если изумрудная еще как-то мне нравится, то вот зеленая темная, она какая-то, я бы не сказала, что это зеленая темная. Она скорее больше какая-то вот как грязно-зеленый, знаете. Какой-то он такой неинтересный. Извиняюсь, соседи тут сверху, как всегда. Себе не изменяют, скачут как кони. Это ужас какой-то, день и ночь. Я уже начала к ним под них адаптироваться. В общем, закрашиваю сначала вот эти вот маленькие листочки у ягод. Не знаю, как я уже сказала, то ли это голубика, то ли черника. В общем, я сделала, смешала синий с фиолетовым, так что, если что, ну, они, в общем-то, похожи. Собственно говоря, сильно не отличаются. Ну и раскрашиваю их вот этим вот. Наверное, это все-таки как изумрудный считается, не знаю, оттенок. Вот. И основные большие листья уже тогда буду зеленым темным раскрашивать. Я заказала пару акварелек, пару куветок акварели, там несколько от Ван Гог, исключительно попробовать. Я заказала сразу разные. Обычный, парочку обычных, пару интерферентных и парочку сумеречных. В общем, будем смотреть, какой что понравится. Исходя из этого уже будем собирать полный набор. Пока что несколько. И у меня был один сумеречный розово-фиолетовый оттенок, куветочка. И одну куветку мне Мила подарила. Обычный, я так понимаю, синий. Но он не синий, скорее, наверное, голубой. Что-то голубое, к сожалению. Номер не очень хорошо там видно, но Мила сказала мне потом, напишет, что это за оттенок. У нее их получилось две одинаковых куветки, и одну она мне подарила. Докрашиваю листочки. Мне нравится, я довольна. Немножко для меня из-за того, что снимаешь на камеру и раскрашиваешь, как я уже сказала, раскраска на удаление, от меня немножко это замедляет, занимает время, поэтому да, мы с вами сегодня еще и достаточно долго раскрашиваем. Ну, я думаю, некоторым девчонкам нравится, я думаю, кто-то вместе со мной пораскрашивает, может, кого-то все-таки вдохновлю на раскрашивание, кого-то, может, вдохновлю именно на этот рисунок. Я видела уже в раскрашенном видео у девчонок. У каждой по-своему красивый, интересный получается рисунок. Все красивые. И знаете, у каждой смотришь, у каждой такое чувство, как будто они все разные. Вроде рисунок один, а получается у всех по-разному. Очень здорово. Докрашиваем листья. И сейчас будем раскрашивать основные большие листочки. Мелкие вроде бы все закрасили. Сейчас лишнее поубираем. Где-то больше получилось краски, где-то меньше. Это не страшно, но я не хотелось бы, чтобы, знаете, получается, образуется лужа в листочках, а потом какие-то такие некрасивые пятна. Тут вот тоже сейчас пару желудей немножко уберем. Высохла вот эта лужица, и пятнами орешки стали. Поэтому мы их немножко подправим. Ну и набираем. Будем набирать сейчас. Я взяла чуть-чуть, по-моему, сепи. Прям совсем чуть-чуть. И хочу раскрасить ножки грибам. Я не стала их сильно светлыми делать, белыми, потому что здесь фон светлый. И как-то их выделить нужно. И пока вот такие в
процессе я их потом более темными сделала. Но сейчас вот цвет решила им задать. Раскрасим им ножки грибочком. Вот. Ну и приступим к основным листьям. Я взяла сначала, решила взять побольше кисть. Я до этого красила тонкой кисточкой, пятерочкой, но потом поняла, что мне не особо удобно. Взяла, по-моему, если не ошибаюсь, по-моему, 8. Но быстро в процессе быстро поняла, что неудобно, большевато она для этого. Какие-то моменты, знаете, удобнее красить сразу прям именно большой кистью, даже мелкие детали. Но здесь как-то быстро поняла, что листья мне неудобно красить большой кистью. Поэтому, наверное, сейчас поменяю кисть на более тоненькую, чтобы можно было прокрасить некоторые моменты, сделать более аккуратными. Потому что, смотрю, у меня прям как-то не очень получается ею. Особенно какие-то вот на сгибах, на этом. Не нравится, как красится. И, наверное, возьму все-таки другую кисть. Возьму свою эту тоненькую. Ей мне привычнее красить. Понравились мне эти кисти. Я их покупала. Это Арт-Квартал. Я так понимаю, это их производство, потому что сама даже кисть подписана как Арт-Квартал. Удобные кисти. Это синтетика, но они достаточно удобные, достаточно легко и хорошо ими рисовать. Допустим, я покупала от Малевич кисти, они все облезли, ручки у них. Видимо, они покрыты как такой, знаете, как пленкой. И то ли от сырости, то ли что. В общем, они все у меня облезли. Здесь прям все аккуратно, красивые. Уже такие более интересные кисти. И думаю, что в будущем закажу еще парочку кистей в Арт-Квартале. Тем более есть бонусы. Мне понравились. Я пока синтетикой крашу. Мне пока натуральными неудобно. Я пока к синтетике. А все-таки вот такой у нас получился с вами рисунок. Так получается. Достаточно живенько, так ярко. Довольна тем, что у нас получается. Сейчас докрашу листочки, и можно будет переходить тогда к жукам. Их я решила оставить напоследок. Еще не определилась, как их раскрашу. Тут у них, смотрю, у нас камушки у одного на спине. Вот, поэтому решила закрасить все по кругу, а потом уже внутри будем красить с вами жуков. Вот. Довольна. Ну, за исключением, как я уже сказала, цвета вот этой зелени. Нужно будет обязательно купить новые оттенки. Ну, ничего не пострадало, не протекло. Вот так у нас. Продолжаю свой влог. Раскрасили мы с вами фон. Вот так получается иллюстрация. Чуть-чуть, уже чуть-чуть где-то карандаш добавила, где-то ручку. Как вы видите, камушек уже раскрасила. Жуки так у меня пока чуть-чуть цвет им придала, но еще не докрасила. Чуть-чуть дала краски здесь сверху, чтобы все-таки более полный был такой фон. И более, ну, не то чтобы интересно, не совсем получилось. Поторопилась, он быстро сохнет. Но в целом я довольна, мне нравится. Для начала, почему нет? Ну, вот осталось доделать жуков, круг. И будет иллюстрация. Ничего не пострадало. Все хорошо. Ну и бумага достаточно хорошая. Видите, сильно есть, конечно, немного повело от воды, но минимально, скажем так. Вот, это быстро выправится. Ну, вот такой вот получается у нас с вами рисунок. Такая работа. Буду доделывать. У меня как раз появился новый материал. Как раз, может быть, попробую его. Но в целом
я довольна. Спасибо, что были со мной. Может, кто-то раскрашивал вместе со мной. Ну, а уже конечный результат покажу в раскрашенном за месяц. Так что не пропустите. Всем спасибо. Пишите комментарии, подписывайтесь. Кому понравилось, ставьте лайки. Всем хорошего осеннего настроения. И пока-пока.